В основе сюжета лежит рассказ о том, как Стив Роджерс стал Капитаном Америка. И начало карьеры первого Мстителя начинается с того, что где-то в заснеженной области находят огромное воздушное судно, погребенное давно во льдах. Создав отверстие для входа и забравшись вовнутрь, группа из 2 человек попадает в кабину пилота, где, осмотревшись, находят Капитана Америка, но интригующе нам показывают лишь его щит. Далее мы переносимся в 1942 год. Здесь нас знакомят с Гидрой. Иоганн Шмидт, стоящий во главе, разыскивает Тессеракт. Он запугивает Хранителя, угрожая убить всех, кто находится в поселении, но обращает внимание на огромную картину, где изображено древо миров. В ней же находит тайник. Открыв небольшую коробку, Шмидт понимает, что нашел артефакт, и, уходя, забирает множество жизней. Перемещаемся к Стиву Роджерсу. В 5-й раз, пытаясь пройти комиссию в армию, ему снова отказывают из-за ряда хронических заболеваний. В кинотеатре Стив пытается усмирить одного подонка, и за это получает в переулке. Но мы видим, что он не падает духом, но еще и силёным. Во время стычки Роджерса выручает сержант Джеймс Барнс, с которым они идут на выставку будущего. Здесь же наш герой замечает плакат, призывающий вступить в войска США, и он снова решает испытать удачу. Барнс пытается отговорить Стива. Тут же их спор слышит один доктор, который дает шанс начать новый этап в его жизни. Стиву Роджерсу нелегко даются полевые испытания на роль суперсолдата, но его интеллект и смелость берут верх над всеми тестами, тем самым не оставляя никому шансов. После доктор Эрскин рассказывает про Иоганна Шмидта и то, как на него подействовала недоработанная сыворотка. На следующее утро агент Картер и Стив приезжают в секретную лабораторию, где их ждет новый поворот событий. Роджерсу вкалывают сыворотку и пронизывают виталучами, а доктор Эрскин погибает от рук шпиона. Наш новоиспеченный суперсолдат бросается в погоню, ловко управляя своим телом. Он догоняет и хватает шпиона, но последняя капсула, разработанная доктором, разбивается. Так как формула потеряна, а вместе с ней армия суперсолдат, Стив Роджерс вместо того, чтобы быть подопытной крысой, соглашается участвовать в шоу-бизнесе, став Капитаном Америка. После непродолжительных выступлений он узнает от агента Картер, что 107-й пехотный полк разгромил Иоганн Шмидт, а некоторые попали в плен. Роджерс незамедлительно решает отправиться на спасение, нарушая устав, надеясь, что его друг Барнс все еще жив. Благополучно добравшись до вражеской территории, капитан незаметно проникает на завод, где доктор Зола и Шмидт штампуют новое оружие из энергии Тессеракта. Роджерс благополучно освобождает пленников и находит Баки. Чтобы спасти Тессеракт, Шмидт уничтожает завод, но, скрываясь, он все-таки натыкается на Стива Роджерса и показывает свое истинное лицо. После заварушки провозглашенный Капитан Америка получает все почести от сотни спасенных пленников. Но на этом история не заканчивается. Узнав планы Гидры, Роджерс набирает команду и отправляется крушить все, что создала эта организация. Выполняя очередное задание, капитан попадает в западню и теряет своего лучшего друга Баки. Зато берут заложники доктора Золу, который рассказывает, где находится Красный Череп. Разозлившись, Стив Роджерс идет в атаку, а Шмидт пытается в очередной раз сбежать с Тессерактом, при этом уничтожив весь Нью-Йорк, а возможно и всю Америку. Но в последний миг Роджерс забирается на огромное воздушное судно. Устроив драку в кабине пилота, они ломают установку для Тессеракта. Шмидт берет его в руки и испаряется в глубинах космоса, а магический куб падает с самолета. Поняв, что самолет не остановить, Капитан Америка решает его утопить.
договорившись о свидании с Картер, связь внезапно обрывается. После всего происшедшего, Говард Старк находит на дне океана Тессеракт, продолжая дальше искать рухнувший самолет. Отсюда мы снова возвращаемся в привычный для нас мир, но не для Капитана Америка, который узнает, что пробыл в коме 70 лет.